Привет, меня зовут Илья Залуцкий, играю под ником Перфекта, и я новый игрок на Про этот коллектив я давно слышал. Вообще, в целом, когда я узнал, что такое киберспорт, первое я узнал о Нави. И с тех пор я слежу за ними. Я начал играть где-то в 2015-м, именно не играть, а узнал о киберспорте, можно так сказать. И тогда первая команда, которую я посмотрел, это была Нави по CSGO. Ответственность есть, не хочу подводить Нави как пацанов, как и вообще Нави, потому что это все-таки клуб с большой историей. И когда я пришел в команду, мне начали многие писать сообщения о том, что поздравляю с переходом в Нави. Очень много, и во всех сетях абсолютно. В принципе, вместе с друзьями начинал смотреть за Нави, и все, конечно, знают этот клуб. Кто-то даже по Доте, кто-то по КС, кто-то вообще знает, что такое Нави, и знает, что это лучший клуб в СНГ. Мне написал Андрей Блейд, спросил, не хочу ли я стать частью Нави, на что я ответил «хочу». Вот. Ну и потом мы сыграли с парнями тест, праки, и после этого, видимо, хорошо сыграл или подошел. Первые дни мы играли праки с пацанами, в принципе, все прошло круто. Пока, пытаюсь понять там все аспекты у каждого, то есть у каждого свой характер, у каждого свои привычки, там, и это на игру отражается прямиком. Возможно, там с Кириллом Бумычем там мы виделись на миноре, там как-то когда-то общались, но в целом именно хорошо знаком ни с кем не был. Я думаю, возможно, один из пунктов — это все-таки какой-то турнирный опыт. Конечно, он невелик, но тот же мажор, то есть после мажора я стал морально устойчивым, то есть уже сложновато. То есть раньше я мог играть против каких-то таких сильных команд, там, из Тир-1, а-ля Vitality, Liquid, у меня был какой-то мандраж, сейчас после мажора этого всего нету. Поэтому я думаю, вот поэтому подошел. Исходя, может быть, из праков, которые мы сыграли вместе, я спокойно мог договориться почти с каждым во всех ситуациях, как разыграть, что сделать. Ну и, видимо, подошел по стилю, мы делали похожие вещи, и все получалось. Я думаю, у меня хороший фаерпауэр, потому что я молодой игрок, и то есть со стрельбой у меня вроде бы все в порядке. Не знаю, судить, конечно, болельщикам, но думаю, вот, и, возможно, какой-нибудь свежий взгляд на игру, свежие мысли. В КС играли мои братья, я был еще маленьким. Я точно не скажу, какой это был год, я думаю, мне лет 10 было. Смотрел, как играют братья, они меня сначала не пускали играть с их друзьями, они играли по сети. И сказали, тренируйся с ботами. Ну вот, я играл с того времени против ботов, потом играл паблики различные. Ну и, как я сказал, уже где-то в 2015-2016 узнал, что такое киберспорт, и захотел стать частью этого. Когда начинал, было сложно объяснить, это что-то новое, конечно же, и родителей тоже можно понять, они хотели, чтобы я доучился, учился вообще. Вот. Но когда уже я начал вести диалог с ними, показывать, что вот есть такие турниры, начал уже посещать некоторые из них, то они уже сейчас круто относятся, болеют за меня, переживают. Так, если мне не изменяет память, это был турнир против Кибифайр, там играл Бумыч как раз. И этот был тот турнир. В целом это было одно из моих первых достижений. Я шел к этому, чтобы попасть на ХЛТВ. В принципе, когда попал, ничего такого не было. Просто было круто и все. Когда мне пришел инвайт, я играл, на тот момент даже нигде не играл, но опыта у меня вообще почти не было. Я играл с Athlans, это сибирские парни. Потом каком-то, не помню, то ли FPLC, квалификация, то ли еще что-то, я поиграл с Анжи. Мы с ним вместе играли какую-то квалу. Вот. После этого он позвал меня сыграть вместе с Дисом и еще пару парнями квалу на Эпицентр, мы тогда играли. Я с Дисом очень хорошо сыграл, и после этого с Анжи позвал уже в команду. Так я и попал в Саймон. Когда мы ехали на минор, мы знали, что
будет только несколько сильных соперников. Это был Spirit, Force. На Dream Eaters мы даже не рассчитывали, мы думали, ну, парни тоже бусанулись, но мы думали, что главным соперником будет Force и Spirit. Когда уже Spirit вылетели, у нас главным соперником был Dream Eaters, и почему-то мы знали, что мы выйдем. Потому что, возможно, индивидуальный скилл у нас был на тот момент сильнее. Ну, лично для себя я сделал вывод, что как раз у меня снялся этот ментальный блок, который был до этого против каких-то серьезных команд. Но вообще вывод сделался, что нужно больше играть вместе, больше общаться, тренироваться с командой, и тогда не проблема выходить на мажор. Я просто играл свою игру как на праках, то есть пытался совершать меньше ошибок, и все получалось. Просто играл свою игру. Думаю, да, я понял, что все одинаковые игроки, просто нужно совершать меньше ошибок, и тогда можно выиграть любую команду. Мы играли какие-то пару турниров, потом у нас был длительный отпуск из-за того, что нужно было делать визы. И в целом все. Просто не успели, я думаю, сыграться с новым составом, потому что мы взяли Норберта, потом опять отпуск, в общем, вот так. Я думаю, да, я надеюсь, потому что Андрей может принести очень много с его стороны опыта и умений каких-то, а мы все, у нас очень хороший фэрпауэр, поэтому все у нас есть для этого. Я думаю, что да, потому что он может решить много проблем, которые игроки скрывают в себе, не хотят выносить это наружу, а психологам можно много всего пофиксить и непосредственно становиться лучше. Учился в институте на первом курсе, и после первого курса ушел, понял, что мне это не то, что не нравится, хотел связать жизнь с киберспортом. В свободное время просто люблю с друзьями провести. Я думаю, самый запоминающийся — это Берлин и Шанхай. Берлин просто потому, что очень крутой город, а Шанхай — это тот турнир, где мы выиграли Саймон. Первый наш трофей, так сказать. И Шанхай меня тоже поразил. Очень много людей, огромные здания. Спасибо всем фанатам Na'Vi, которые поддерживают нас и меня в частности. Мы постараемся вас не подвести. Сейчас, как сказать правильно? Спасибо. Все, я не могу дальше.